Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Дополнительный раунд» и я ее ведущий Богдан Курилко. Сегодня очень важная передача для меня, потому что в этой студии один из величайших мастеров карате и мой учитель. И я представляю нашего гостя. Морио Хигаоне. 10-й дан Окинава Годзюрю карате-до. Патриарх школы Годзюрю карате в третьем поколении. Основатель и бессменный лидер Международной Федерации Окинава Годзюрю карате-до. Возраст 75 лет, из которых 60 лет занимается карате. Для меня большая честь, что вы в этой студии, и это очень большое событие и для меня, и, надеюсь, для всех телезрителей нашего канала. Для меня приглашение на ваш канал – это тоже большая честь. Большое спасибо. Сенсей, первый вопрос. Как вы начали заниматься карате? Сколько вам было лет? Что это был за стиль? И как вы пришли в карате Годзюрю? Мне было 14 лет. Друг моего отца практиковал карате. И однажды, когда я наблюдал за тем, как он занимается карате со своими учениками, я подумал, вот замечательная штука. Именно тогда я захотел учиться карате. И вот друг отца начал заниматься со мной время от времени. Он показывал мне базовые элементы карате, удары руками, ногами. Тогда мне было всего 14 лет. А всерьез я начал заниматься карате в 16 лет. Мой отец практиковал школу Сирин-рю, а я в 16 лет начал учиться Годзюрю. Так получилось, что учитель Годзюрю, сенсей Мияги Цзюн, жил совсем недалеко от нас, в каких-нибудь 5 минутах ходьбы. Вот поэтому я начал тренироваться именно у него. В Годзюрю карате кто был вашим учителем, кто передавал вам знания? Вскоре после того, как я начал заниматься Годзюрю, наставник Мияги Цзюн ушел от нас. И моим учителем стал один из его старших учеников, сенсей Мияги Аничи. Именно он учил меня всему, начиная с самых основ. Какими были ваши тренировки в Годзюрю карате, когда вы только начинали заниматься? Они были суровыми, тяжелыми? И отличаются ли они от тех тренировок, которые сейчас проходят в додзё Годзюрю по всему миру? Сначала, в течение примерно часа, разминочные и подготовительные упражнения, дзюмби-унда. Потом занимались специальными, укрепляющими упражнениями, ходзе-унда, такими, как передвижение в санчин с кувшинами. Затем мы переходили к ката-санчин, к базовой технике. Во время тренировок в Годзюрю на Окинаве, когда вы начинали заниматься карате, вы практиковали свободный поединок? Или только ката и парные упражнения якусоку? Ну, надо прямо сказать, что вольный бой мы не практиковали. Использовалось только так называемое базовое кумите с расписанными ролями и действиями. Но это базовое кумите само по себе было довольно жестким. Хотя в нем используется стандартный порядок действий, один бьет, другой защищается и контратакует, все действия мы выполняли в полную силу, не сдерживая удары. Так что даже при том, что все действия были полностью обусловлены заранее, били мы друг друга в полную силу, на полном серьезе. Это было довольно-таки жестко. Наверняка вы запомнили старших учеников, которые тренировались с вами, которые были особенно жесткими, быстрыми и беспощадными со своими младшими товарищами. Ну, конечно, мне больше всего помнится мой учитель Аничи Мияги. Он очень жестко бил меня при выполнении ката-санчин. Еще помнится Хига Сабура. Это был действительно очень сильный человек. Такой, что может сломать макивару. Выполнять набивку рук с ним в паре было очень-очень больно. Еще был такой Матоя-сан. Он очень любил вольный бой.
С ним начнешь выполнять упражнения в поединке с обусловленными действиями, а потом... Ведь оба бьют в полную силу, заводятся, и в результате бой всерьез. Обязательно травмы. Я многим обязан Матоя-сан, хотя в то время я его очень не любил, ведь каждый раз дело доходило почти до драки. Но тогда я весил чуть больше 60 килограмм, а он более сотни, и благодаря тренировкам с ним я получил достаточную закалку. В современном мире карате фактически разделилось на спортивное и традиционное. Со спортивным карате все понятно. Цель спортивного карате – победа в соревнованиях. Какие цели у традиционного карате? У спортивного карате цели – победа, чемпионство, знакомство с соперниками. Традиционное же карате – это карате, которым можно заниматься на протяжении всей жизни. Здесь, в центре всего, упражнение с ката, а ката – это особый поединок, поединок с самим собой. В ката, чтобы победить себя, снова и снова прорабатываются одни и те же приемы. Это очень тяжелая работа. Конечно, в спортивном карате тренировка очень тяжелая, но и в традиционном карате она тяжелая не менее. Ведь здесь, чтобы довести до совершенства, отточить каждое движение, каратист один на один с собой снова и снова повторяет одни и те же движения на протяжении 2, 3, 4 часов. И спортивное, и традиционное карате тяжелы, но традиционное карате – это тренировка до самого конца жизни. Здесь нет карьеры, здесь нет отставки. Сегодня многие интересуются историей карате. Благодаря вашим книгам, в том числе вашим интервью и статьям, многие знают, что корни окинавского карате в Китай. Вы много раз ездили в Китай, много занимаетесь исследованиями истории окинавского карате. Удалось ли вам найти в Китае корни окинавского карате? И как вы считаете, какие стили лежат в основе карате Годзюрю, китайские стили? Я впервые поехал в Китай в 1981 году. Поехал, чтобы разыскать сведения о китайском учителе моего учителя, сенсея Мияги Тидзю. Итак, в 1981 году я отправился в Китай, чтобы отыскать сведения о сенсее Хигаоне Канре. Но, к сожалению, ничего конкретного я не узнал. Тоже можно сказать и о ката. Еще в 1915 году сенсей Мияги Тидзю отправился в Китай, и уже тогда он не смог найти истоки наших ката. Оказалось, что таких ката просто нет. Очевидно, что китайские будзюцу с тех пор прошли большой путь развития, были усовершенствованы. Поэтому в Китае я не нашел практически никакой информации по основателю нашей школы, Хигаоне Канре. Но в разных районах Юго-Восточной Азии мне удалось отыскать ката с такими же названиями, как ката нашей школы. Санчин, Супаримпэй. То же самое и в Китае. Каждый раз, когда я делаю там показательные выступления, местные специалисты сразу узнают некоторые ката. Говорят: «А, это санчин». Но в Китае ушу делится на многие стили. Есть стиль журавля, стиль тигра. В нашем стиле явно есть элементы стиля журавля и стиля тигра. Я бы сказал, что в основе Годзюрю лежит именно стиль тигра. Но что касается непосредственно ката, то ката стиля тигра совершенно отличаются от наших ката. Несомненно, что за прошедшие 100 лет китайские мастера сильно переработали ката своих стилей, и они сами об этом говорят. Но я все-таки продолжаю свои исследования. Я уже побывал в Китае более 10 раз. Неоднократно делал показательные выступления и сам наблюдал за показательными выступлениями мастеров стилей журавля, тигра. Но все же мне пока не удалось установить личность Рюрюко, учителя Хигаоне Канре. Когда я впервые приехал в Китай в 1981 году,
я узнал, что китайцы практикуют симе, проверку ударами, при выполнении ката санчин. Мне также удалось установить, что у них есть такие же парные упражнения, как и у нас, которые называются какие. Санчин у них называется попурен. При его выполнении исполнителя обхлопывают спереди и сзади. Упражнения какие они называют какие. Вот такие сходные моменты я отметил. В целом, я получил ответ и сделал для себя вывод, что наша школа тоже принадлежит к традиции фудзянского ушу. Мне посчастливилось, по вашему приглашению, присутствовать на подписании договора с Фудзянской ассоциацией ушу. Итогом этого события стало открытие в Фудзяне додзё, Окинава Годзюрю каратэ-до. Откуда у китайцев такой интерес к годзюрю? Ведь у них есть свои боевые искусства, очень много, стиль журавля, стиль тигра и еще много других. Да, кажется, года 3 назад в Фудзяне образовалась ассоциация карате, задачей которой стало распространение карате по провинции Фудзянь. Затем один ученик руководителя отделения нашей организации в Гонконге смог организовать в Фудзяне музей памяти Хигаоны Канря. Под этот музей было арендовано большое помещение на первом этаже крупного здания, и карате смогло привлечь к себе большое внимание. В настоящее время у меня в дадзё тренируется один ученик из Фудзяня, а некоторое время назад их было 2. Один потом заболел и вернулся домой, а другой продолжает тренироваться. Вот уже 3 года он живет и занимается с нами. Думаю, что в этом году получит черный пояс. У него огромный интерес к карате, ведь на самом деле в основе карате лежит фудзянское ушу. Я знаю, что вы пишете книгу по истории окинавского годзюрю карате. Все, кто занимаются этим направлением боевого искусства, очень ждут эту книгу. Сенсей, когда можно будет взять ее в руки и прочитать? 歴史の方はね、最初は英語で出しました。英語で。何年も数年ももう年数忘れましたけれども。Ну, вообще-то, я довольно давно выпустил книгу по истории годзюрю карате. Сначала она вышла на английском языке. Не помню уже, когда точно. А года 3-4 назад увидела свет ее издание на японском языке. Но я должен честно предупредить, что не обо всем я мог говорить в японском издании. Есть такие аспекты личной жизни Хигаоны Канрё, о которых мне нельзя писать по-японски. Но я коснулся их в англоязычной редакции. Речь идет о том, что Хигаоны Канрё отправился в Китай в связи с тем, что его отца убили в драке, и Канрё поехал в Фудзянь, чтобы научиться боевому искусству и отомстить. Ему было тогда 15-16 лет. Вот об этом меня просили не писать в японском издании. Еще нужно сказать, что я и сегодня продолжаю изыскание истории. И если мне что-то удастся установить наверняка, я обязательно расскажу об этом в публикации. Сенсей, вам 75 лет, и вы в прекрасной форме. Как выглядит ваш день? Сколько раз вы тренируетесь? Отличаются ли сейчас ваши тренировки от того, какими они были, например, 20 лет тому назад? 20代、30代、40代後半、Лет до 50 я тренировался каждый день, утром и вечером, в общей сложности по 7-8 часов. Сейчас я тренируюсь по 3 часа в день, но тренировки мои стали более содержательными. Я занимаюсь в основном ката, санчин и другими. Всего у нас 12 ката. И вот на протяжении недели я упражняюсь в 4-5 из них, в тех, что мне нравится. Я, конечно, повторяю и другие ката, но в основном работаю только с некоторыми. Итак, главное содержание моих тренировок – это упражнения в ката. Сенсей, у вас самые подготовленные руки, которые я видел за всю свою жизнь. Следуя вашему примеру, я тоже уделяю много внимания набивке. Как вы считаете, тот, кто серьезно, по-настоящему серьезно занимается карате,
обязательно должен укреплять свои руки, свои пальцы и набивать их? そうですね。肩の中に受け、突き、蹴りありま В す。 ката у нас есть удары руками и ногами. Чтобы применить эти приемы, нужно готовить руки. Ведь ката — это упражнения, в которых вся техника выполняется в воздух, и мы не знаем, насколько она у нас сильна. Поэтому мы бьем кулаком в макевару, набиваем ребро ладони ударами по камню. Так мы тренируем те приемы, которые составляют ката. Так мы приобретаем ощущение удара, которого нет при тренировках ударов в воздух. Методика такова. Сначала тренируем удары в ката, нанося их в воздух. Затем тренируем, собственно, удар, ударами в различные снаряды. Удар пальцами тренируем ударами в гальку. Вот это главное содержание моих тренировок сейчас. Но более молодые каратисты, помимо этого, тренируют разминочные и подготовительные упражнения, укрепляющие упражнения, базовую технику, вольный бой. Это все требует времени. Сейчас мне 75 лет, но я не могу сказать, что действительно овладел ката. Еще не хватает подготовленности. Много еще нужно работать. Поэтому я тренируюсь в ката и в нанесении ударов по снарядам. Я все еще бросаю себе вызов. Что же касается молодежи, я бы дал такой совет. Тренируйте ката, базовую технику, базовый и традиционный бункай. Практикуйте удары по снарядам, исследуйте возможности интерпретации базовых элементов в их применении. И так вы будете расти в своем мастерстве. Что касается бункай, вариативного применения базовых элементов, то чем больше вы его исследуете, тем больше раздвигаются ваши пределы. Здесь безбрежное пространство для поиска и развития. Это важно для овладения самозащитой. Конечно, нужно практиковать еще свободный бой и ригуми. Так вы будете становиться сильнее. А когда вам будет 60-70 лет, тогда сосредоточьтесь на самом главном – на тренировках ката. К тому времени вы поймете важность и значение ката. А пока вы, дорогой ведущий, еще очень молоды, всего 45. Вы еще можете над многим работать. Считайте, что сказанное – это персональный совет вам, Богдан. Хай-сенсей, аригато гозимашита. Я занимаюсь карате под вашим руководством 20 лет, но чувствую себя так, как будто я только начал сейчас заниматься, потому что очень многие вещи только-только начинают быть понятными. И мне кажется, я в самом начале пути. Еще вам хочу передать свое пожелание. Мне бы очень хотелось, чтобы Богдан-сан смог воспитывать хороших учеников, будущих инструкторов. Дома аригато гозимашита. Как раз по поводу учеников. Раньше, насколько я знаю, на Окинаве для того, чтобы прийти в додзё к учителю, нужно было как минимум иметь рекомендацию. К тому же люди, которые приходили в додзё, уже знали, что такое рейги, этикет. Сейчас ситуация изменилась. Карате занимаются во всем мире. Карате занимаются людей намного больше, чем их занималось в самом начале на Окинаве. Как быть с тем, что они зачастую приходят не только без рекомендаций, но даже не понимая, куда они приходят и чем они будут заниматься? Новичкам очень важно сразу разъяснить этикет карате. В Японии этикет выражается прежде всего в поклонах. Это форма выражения уважения к партнеру. Этикету нужно учить в первую очередь. Правда, есть люди, которые воспринимают этикет всерьез, а есть те, кто не воспринимает это всерьез. Но мы говорим о карате-до, пути карате. И здесь заключен очень глубокий смысл. Карате-до – это система воспитания духа. В карате-до все начинается с воспитания духа, а оно начинается как раз с этикета. Поклоны, этикет в целом – это выражение состояния духа человека. Поэтому мы уделяем большое внимание этикету, тому, как нужно ставить обувь у входа в зал, как приветствовать учителя при входе в зал и при выходе из него. Рей – этикет.
Это и есть воплощение духа. Он имеет огромное значение. Поэтому начало каратэ-до – это этикет. Не случайно, когда мы выполняем ката, мы начинаем с поклона и поклоном завершаем. Поэтому я хочу напомнить, Богдан-сан, учите своих учеников этикету. Если вы будете относиться к нему серьезно, то и они будут следовать за вами. Я думаю, что самое важное – учить этикету с самых ранних лет, всю жизнь. Тогда можно воспитать действительно замечательных каратистов. Поэтому обязательно учите своих учеников этикету, поклоном стоя и поклоном сидя. Сенсей, вы человек, который привез в Россию Окинава Годзюрю каратэ-до и познакомил россиян с этим замечательным стилем каратэ. В прошлом году было ровно 20 лет с вашего первого семинара в России. Скажите, как вы сейчас оцениваете уровень российских каратэ, которые занимаются Окинава Годзюрю каратэ-до? Во-первых, русские каратисты физически очень сильны. Руки и ноги очень сильные. Отсюда очень сильные удары. Психологически тоже очень сильные. Обладают высоким боевым духом. И при этом упорно и увлеченно тренируются. Мне было очень приятно наблюдать за ними. Они произвели очень хорошее впечатление своей собранностью, концентрацией, умением работать по командам. Совсем недавно в Москве прошло очень важное событие. Это тренировочный семинар под вашим руководством. И сейчас я предлагаю посмотреть небольшой сюжет с тренировок на этом семинаре. Смотрим на экран, пожалуйста. Этой осенью произошло уникальное событие в мире боевых искусств – Евроазиатская Гашуку. Впервые в Москве состоялась тренировка под руководством великого мастера Морио Хигаоны сенсея, 10-й дан Годзюрю каратэ. Ему помогали ближайшие ученики Тицуджи Накамура сенсей, 7-й дан, и Масакадзу Курамото сенсей, 6-й дан. Гашуку подразумевает не просто передачу знаний, а совместную практику каратэ, обмен опытом, познание духа и принципов каратэ. В течение 3 дней поклонники этого древнего вида боевых искусств смогли прикоснуться к истинным корням окинавского каратэ, почувствовать дух стиля Годзюрю. Мастер показал комплекс физических упражнений и свою систему тренировки, делая важные акценты при изучении базовой техники кихон. Более 200 человек имели возможность получить совет и бесценные знания из уст легендарного сенсея и его ближайших учеников. Большой интерес к Гашуку объясняется тем, что Морио Хигаона является одним из немногих мастеров в мире, который обладает наивысшим 10-м даном. За 60 лет занятий каратэ оно стало его жизнью. Хигаона – наследник традиций патриарха окинавского каратэ Тёдзюна Мияги и своего учителя Аничи Мияги. Сенсей всегда отмечал в своих интервью, что хорошее каратэ создает хороших людей, и что учитель несет ответственность за передачу своих знаний. Занимаясь обучением других, он прежде всего обязан сам тренироваться изо всех своих сил для того, чтобы передавать знания в наиболее чистой форме. Хигаона-сенсей каждый день проводит несколько часов в тренировках, уделяя большое внимание технике кихон и ката, работе с макиварой и набивке рук о гранитные плиты. Морио Хигаона называют наиболее опасным человеком в реальном бою во всей Японии. Глядя на его руки, охотно в это веришь. А глядя в его добрые, внимательные глаза, понимаешь, что значат его слова о хорошем каратэ и о хороших людях. Сенсей, на семинаре присутствовало более 200 человек. Среди них были не только те, кто занимается годзюрю, но и представители других стилей. Например, было очень много ребят из такого замечательного и очень мощного стиля каратэ, как кёкушинкай. В последнее время ко мне приходит много учеников, в том числе очень взрослых людей, которые до этого занимались кёкушинкай и имеют черные пояса разных уровней. Как вы считаете, откуда такой интерес сейчас к традиционному Окинава Годзюрю каратэ среди людей, которые занимаются стилями с ярко выраженным спортивным направлением, такими как кёкушинкай, например?
そうですね。まあ多分沖縄の私の道場も教師の方々は見えますけれ Знаете, ども、 у меня в дадзё тоже время от времени появляются представители Кёкусинкай. Почти все они проявляют интерес к ката. Еще к базовой технике, к системе закалки. Именно эти аспекты интересуют их в первую очередь. Упражнения с булавами тиси, с кувшинами, система тренировки ката санчин. Еще им интересны наши варианты обусловленного поединка – якусоку кумите. Еще на Окинаве учат правильному расслаблению. Когда мы наносим удары руками, ногами, выполняем блоки, откуда берется сила? В Годзюрю карате мы учим использовать силу, выходящую из энергетического центра тела танден, силу дыхания танден. Этому большое внимание уделяется и в китайских стилях ушу, в кулаке журавля, в кулаке тигра. Я думаю, что именно это им интересно – сила, идущая из танден. При этом тренировка области танден помогает укрепить и дух. Наверное, этим их привлекает Годзюрю. А движения, как таковые, везде примерно одинаковые. В России достаточно много людей глубоко верующих. И я иногда сталкиваюсь с тем, что приходят родители, приводят детей, но при этом они говорят, что у нас в семье исповедуют, например, православие, и мы немножко опасаемся отдавать ребенка в карате, потому что они думают, что если ребенок занимается карате, которое родом с Окинавы, из Японии, то его тут же начнут, например, обращать в буддизм и учить медитировать. Связано ли карате с религией, и что можно отвечать таким родителям? でも宗教というのは全ての宗教僕は素晴らしいと思う考え方が、キリスト教にしてもねイスラム教にしても Основатель Годзюрю Мияги Тидзюн время от времени практиковал медитацию, потому что карате – это движение, и здесь особо нет времени и возможности заглянуть внутрь себя, осмыслить себя. Карате – это физическая тренировка, но для осмысления своего опыта мы иногда используем медитацию. При этом я считаю, что все религии великолепны, и христианство, и ислам, потому что в них живет мудрость, накопленная человечеством за столетия. Я считаю, что вера в Бога – это замечательно. И еще религия – это возможность заглянуть внутрь себя. Я не ставлю какие-то религии выше других. Считаю, что все они замечательные. Я читал в одной из ваших книг о том, что на Окинаве существует такое понятие, существовало или существует, как учидеши. Что такое, кто такой учидеши? 内弟子そうですね本当内弟子となるとね先生の上に寝泊まりして時間に Институт учидеши был распространен в различных сферах жизни японского общества. И отчасти до сих пор продолжает сохраняться в некоторых из них. Изначально учидеши – это ученик, живущий в доме учителя и ежедневно получающий его наставления. Наставления не только о карате, но и касающиеся всей жизни вообще. Например, наставление о том, как правильно есть, что такое любовь. То есть это система всестороннего обучения. Обучение не только, собственно, карате. Вот что такое настоящий учидеши. Наверное, учидеши можно назвать и моего учителя, Аничи Мияги. Он рано потерял отца и целые дни, с утра до вечера, проводил в доме учителя. Убирался у него дома, во дворе, носил воду, готовил пищу, стирал вещи и, конечно же, тренировался карате. К себе домой он уходил далеко за полночь. Так что хоть он и не жил в доме учителя, думаю, его можно назвать учидеши. Он всему учился у Мияги Тидзюн, учился жизни. Собственно, для них карате и было сама жизнь. Сейчас в мире очень-очень много людей, тысячи людей занимаются Окинава Годзюрю карате-до, именно вашим Окинава Годзюрю карате-до сенсей.
Но при этом я понимаю, потому что я сам преподаю карате Годзюрю, что достаточно сложно вырастить человека, когда вот он только пришел в додзё. Он зачастую относится к занятиям карате, как будто он пришел в фитнес-клуб. При этом должно пройти время, чтобы он понял, что такое карате, чем он занимается, насколько это серьезно, и вырос до настоящего ученика. Скажите, пожалуйста, как много вокруг вас людей, которых вы считаете действительно, ну, не учидеши, конечно, будет сложно всех поселить у себя дома, но действительно очень-очень близкими по духу вашими учениками? Да, у меня довольно много людей, которые очень серьезно занимаются карате, хотя их и нельзя назвать учидеши. Что касается ситуации на Окинаве, то мой зал Хигаоне Додзё очень небольшой, и учеников в нем немного. Там занимаются 3 группы. Детская, оздоровительная, в которой тренируются люди от 30 до 60 лет и даже старше, а также взрослая. Я тренирую только взрослую группу, а детскую и оздоровительную ведет Сихан Курамото. Вот так. Я хоть и не могу назвать их всех учидеши, но вот Сиханы Курамото и Уэхара — это те люди, которые постоянно со мной и которые очень серьезно занимаются карате. Думаю, что вообще систему учидеши в нынешних условиях использовать затруднительно. Сейчас у всех работа, семья. Я бы сказал, что жизнь сейчас труднее, чем в старину. Образ жизни совсем изменился. Думаю, что сейчас система учидеши невозможна, потому что у каждого своя жизнь. Возьмем 100 человек для примера. У каждого свои обстоятельства и свое отношение к карате. Поэтому мы в додзе должны создавать такие условия, чтобы все эти разные люди со своими обстоятельствами могли сосредоточиться в зале на карате и проникнуться им. Напомню, у каждого своя жизнь. И если перед тренировкой им надо время собраться с мыслями, я разрешаю им медитировать. Сегодня проходит достаточно много соревнований по карате. И, в принципе, их можно разделить на 2 части. Это соревнования по кумите и соревнования по ката. С кумите более-менее все понятно. Соревнования по ката для меня лично, это достаточно странное явление. Как вы, сенсей, относитесь к соревнованиям по ката-карате? Я думаю, что для школьников и студентов вузов можно проводить соревнования по ката. Это может быть еще одна причина, стимулирующая их занятия. Кроме того, соревнования имеют еще тот плюс, что на них есть возможность общаться с представителями других стилей. Кроме того, спортсмену приходится много тренироваться, чтобы победить в соревновании. Вот эти 2 аспекта. Общение с представителями других стилей и усиленные тренировки, чтобы победить, делают соревнования по ката замечательным делом. Давно, когда я жил и работал в Токио, я сам готовил своих учеников к соревнованиям по кумите и ката. Мы много и целенаправленно работали для того, чтобы они могли побеждать в соревнованиях. В числе спортсменов, которых я подготовил, есть и чемпионы Японии. Но те, кто из них продолжает тренироваться сегодня, имеют сегодня более высокий уровень, чем тот, с которым они становились чемпионами. Если мы говорим, что традиционное карате – это карате, которым занимаются всю жизнь, то соревнования – это только одна ступенька и одно из средств достижения цели. Но настоящая цель гораздо выше победы в соревнованиях. Это цель духовного свойства. Вообще-то, спортивное карате – это одно из средств достижения цели традиционного карате. Когда каратист заканчивает спортивную карьеру, он вступает на путь сигай-карате.
Карате, которому посвящает всю жизнь. Вот это действительно здорово. Ну а если кто-то по молодости хочет участвовать в соревнованиях, то я тут не вижу никаких особых проблем. Сенсей, Окинаву называют остров долгожителей. Насколько я знаю, на Окинаве даже существует обряд, когда мужчину признают взрослым только когда ему исполняется 60 лет. И действительно, на Окинаве на сегодняшний день самое большое количество людей, достигших возраста 100 лет и более. Как вы считаете, что делает вашу родину, Окинаву, такой особенной? Честно говоря, по последним данным, Окинава сейчас в Японии занимает, кажется, примерно 3-е место по продолжительности жизни. В общем, Окинава несколько сдала свои позиции. Влияет много причин. Это еда, которую мы едим, работа в компаниях, которая сопряжена с постоянными стрессами. Знаете, раньше в старину образ жизни на Окинаве был, как бы это сказать, более расслабленным. Мало что людей волновало по-настоящему. Они старались не обращать внимания на мелкие невзгоды. Среда, в которой жили люди, была более благоприятной. Сейчас все это становится похуже. Потом люди были очень дружественны друг к другу, легко затевали разговор о житье-бытие. А сейчас все стало сложнее, межличностные отношения усложнились. И все это стресс. А Окинава – это ведь маленький островок, мирная земля. В старину здесь все дружили, жили в мире. В общем, общественная жизнь была не такой сложной, как сейчас. Если мы поедем на окраины, в деревенские районы, например, в область Гинаван, вот там мы найдем много долгожителей, особенно женщин. Они даже в 90, в 100 лет работают на полях, в огородах. Недавно смотрел передачу про такую деревню. И вот там были показаны женщины в преклонном возрасте. Показано, как они работают, дружат, общаются друг с другом. Видно, что они не испытывают стресса. Думаю, в будущем мне еще стоит посерьезнее изучить этот вопрос. Знаете, что еще вспоминается? У нас на Окинаве участки, принадлежащие разным хозяевам, не разделены никакими заборами и оградами. Люди постоянно общаются. Если у кого-то не хватает риса, или, скажем, соевого соуса, овощей, это легко берется в долг у соседей. Так формируются дружеские отношения. Не случайно у нас нет заборов. И я думаю, что самые главные факторы, влияющие на продолжительность жизни, это пища и среда. Среда очень важна. У нас люди, встречая даже незнакомого, здороваются. А смысл традиционной формулы приветствия – это вопрос: кушали ли вы сегодня? Вот японцы спрашивают: как здоровье? А мы, окинавцы, кушали ли вы сегодня? Потому что мы готовы поделиться своей едой. Я надеюсь, сенсей, что мы тоже когда-нибудь будем жить, как на Окинаве. Между нашими полями не будет изгородей, и мы все будем помогать друг другу. Спасибо вам большое. Нет, это вам спасибо. Большое спасибо. Аригато. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Дополнительный раунд», и я ее ведущий Богдан Курилко. Заходите к нам на сайт www.boец.ru. Увидимся.